Ох, какие сюрпризы тебя ждут! Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. И для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну и, конечно же, для самых смелых, сильных и стойких, кто досмотрит это видео до конца, вы получите приятный бонус, совет от Таро. Итак, в каких вы энергиях? А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, мне показывает, что среди вас есть те, кто сейчас вот как будто отвергают личные отношения. Вот как будто даже есть возможность знакомиться с женщинами, вы даже можете знакомиться, но вот как будто вы осознанно не хотите вступать в серьезные отношения. Здесь могут быть у кого-то романы, здесь у кого-то могут быть, ну, такие, знаете, даже это не отношения, а я называю служба спасения 911, да, позвонил, вызвал вечерочком на всю ночку. Тоже такие есть. Потому что есть некое разочарование. Разочарование в женщинах и даже какие-то, ну, не очень хорошие мысли по этому поводу. Ну, к примеру, все женщины одинаковые, кто-то не верит в любовь, кто-то из вас боится предательства, да, очень боитесь, чтобы не попалась снова корыстная дама. Потому что в вашей жизни уже была такая дамочка, ради которой вы, ну, просто готовы были жизнь отдать. Многие из вас были с ней в браке, либо в гражданском браке, неважно. Но, тем не менее, осадочек она такое оставила. Вот эта снежная королева, да, я обычно бывших называю снежная королева. Почему-то, не знаю, она у меня ассоциируется, может быть, с тем, что негативные эмоции она у вас вызывает. Это снежный человек, да? О, уже мы сейчас на Йети перейдем, да? Вот это мы сейчас с вами догадаемся. Мы сейчас с вами вспомним и Бермудские треугольники, Йети и все на свете. Хотя у кого-то из вас и был тот самый Бермудский треугольник, ну, только не бермудский, но треугольник. Вы понимаете, что речь идет про измену. И как раз вот именно из-за измены вы можете из-за той боли, из-за того осадка теперь отвергать других женщин. Хотя я вам скажу, что в вашей жизни есть женщина довольно достойная в вашем окружении. Ну, сегодня не об этом, я немножечко так интригу забросила вам, да, чтобы было о чем подумать на сон грядущий. А так, в общем-то, кого-то из вас очень сильно беспокоит сейчас финансовый вопрос. Почему? Здесь может быть, либо же стоит вопрос увольнения, может быть, вы думаете сами уйти поменять, потому что могли урезать деньги, да, могли начаться задержки по деньгам, а жить-то за что-то нужно. Поэтому, ну, здесь такие очень грустные, печальные энергии, и кто-то из вас точно сейчас даже, ну, скажем так, просматривает вакансии, чтобы, может быть, найти более достойную работу. Потому что та, что сейчас, но она начинает все больше вас не устраивать. Именно вот из-за финансового вопроса. Напишите, ребят, давайте сделаем опрос. Кстати, я вот вспомнила, да, давно хотела. Давненечко я не делала опрос. Какая возрастная категория меня смотрит, ребят? А ну-ка напишите, сколько вам лет? Все пишите. Мы посмотрим, кого больше, кого меньше. Молодежи или же мужчин уже постарше. Все пишите, сколько вам лет. Далее, а вы человек такой вот правдоборец, правдолюб. Вы можете, ну вот мне всегда хочется сказать, пойти один против толпы. Ну, это о чем говорит? По молодости, да, может быть, вы в прямом смысле слова могли кулаками махать один против толпы, где-то там во дворах, может быть, на соревнованиях каких-то, да. Но сейчас это больше говорит о вашей такой,
строгой позиции. Вы можете доказывать свою точку зрения. И неважно, кто перед вами, начальник, не начальник. Вот вы такой правдоборец. Вот, ну, по-другому я не могу сказать. Но единственное, что вот последствия могут после этого быть разные. Я всегда говорю, на работе держите лучше язык за зубами. Но если вы, конечно, дорожите этой работой. Потому что, ну, работодатели бывают разные. На кого-то начнешь рот открывать, да, грубо говоря, и он сразу скажет, пиши заявление. И все. Поэтому вот по работе, вот как бы вам не хотелось быть правдоборцем, ну, помните, что начальник всегда прав. Может быть, кто-то со мной не согласится, но просто я смотрю так по статистике. Многие потом, к сожалению, страдают от своего языка, от того, что пытался вроде бы, да, доказывать какую-то свою правоту. Поэтому здесь лучше осторожничать. Кардинальные перемены в жизни пережиты. С чем связаны? Ну, кто бы сомневался. Ой, ребятушки. Кардинальные перемены в жизни, ну, о чем еще можно говорить, да? Конечно же, из-за вранья. Вранье, которое вам подарила, так сказать, ваша женщина, из-за которого вам пришлось расстаться. Ну, вранье сюда относится та же самая измена. Здесь может быть даже вранье по мелочам. Потому что женщины есть, которые врут, как дышат. У кого-то из вас точно была такая дама, которая, ну, ей соврать, как поздороваться. Дама, которая открылась вам совсем с другой стороны. Вот в вашей жизни была женщина, у кого-то может быть даже не одна, которая исключительно ценила денежки, исключительно ценила то, что вы ей даете. Тот комфорт, то, как вы ее кружили, то, что вы ей давали, дарили, может быть. Вот это она ценила, а сама как-то особо не суетилась отдавать что-то взамен. Ну, поначалу, может быть, там пришлось немножечко попритворяться. Поэтому крутые перемены неприятные были. Ну что, мои хорошие, ближе к делу, ближе к телу. Какие сюрпризы вам еще ждать? Ух ты! Это уже, кстати, я смотрю, не первый раз у нас тоже выпадает этот момент. Смотрите, кто-то из вас, может быть, вы обратитесь на диагностику, вы узнаете, что на вас есть негатив. Очень сильно вас зацепит эта тема. Вы сгрустнете, но будете все равно это чистить, снимать, потому что сами понимаете, что жизнь как будто вот, ну, в черной полосе, вот как будто барахтаетесь, да, вот среди вас есть те, я не говорю, что все, как будто вот барахтаетесь и не можете из этой ямы выпутаться. Вот о вас я сейчас говорю, о тех, у кого черная полоса. Кто меня смотрит, знает, да, что я буду сейчас разные ситуации говорить, а вы переворачиваете под себя. Это я для новичков, для гостей канала, для новых подписчиков рассказываю. Это не значит, что у всех будет все поголовно. Это общий расклад. Хотите более детально то, что именно вас касается, добро пожаловать на личный расклад. Начнется жизненный этап с новой ступени, ребят. У вас у многих начнется жизненный этап, у кого-то это будет встреча с новой любовью, новая женщина, которая будет у вас уже в вашей жизни не за горами. У кого-то новый жизненный этап, который сейчас, допустим, в отношениях находится, особенно если вы в токсичных отношениях, у вас наоборот все пойдет в разнос. Здесь появятся мысли о том, что пора бы уже расстаться, что сколько можно терпеть, сколько можно надеяться, верить и ждать. Поэтому будут среди вас и смельчаки, которые захотят поставить точку. Кто-то из вас узнает про вранье. Но я так думаю, что как раз из-за этого вранья вы и поставите точку в своих отношениях.
Конец подвешенной ситуации. Смотрите, у каждого это будет своя ситуация. У кого-то это могут быть, допустим, проблемы по работе, неопределенность, да, то есть решится все очень позитивно. У кого-то могут быть еще какие-то, я не знаю, может быть, юридические дела, то есть у каждого свои финансовые какие-то проблемы. То, что было, ну так скажем, в непонятках, да, получится, не получится, стоит, не стоит. Вот все разрулится как будто само собой. Вот высшие силы вам, ребят, все равно помогают. Вот как ни крути, ни верти, но высшие силы помогают. Кто-то из вас получит не очень приятное известие, ребят. Так, с чем связано? Смотрите, здесь может быть у кого-то проиграться связано как раз вот те, кто в токсичных отношениях, может быть связано с тем, что вы, допустим, узнаете, что женщина изменяла. Но здесь такие реальные факты. Либо вам кто-то скажет, либо вы увидите. Ну, здесь такие уже неопровержимые факты. Это будет тяжело, это будет непросто. В принципе, ну то, что я вот только что описывала, просто это уже как дополнение. Какое-то вранье вылезет, да? Будет непростой период, но придется ставить точку. И опять-таки, кто сейчас, особенно вот холостяки, кто сейчас, может быть, даже не думает о каком-то браке, о женитьбе, да? Я вам скажу, что в вашей жизни, опять-таки, я уже говорила, вот, что появится новая женщина, новая любовь, причем неожиданно. И так все закрутится, завертится, что здесь у вас даже брак не за горами. Даже у тех, кто, может быть, скептически относитесь, кто думает, что да я никогда, да ничего, да не буду. Далее, еще сюрпризный момент. Кто-то из вас получит денежку, которую вы уже, может быть, даже не ждете. Кому-то, может быть, я не знаю, наследство неожиданное, да, от заморского дядюшки. Кому-то, может быть, неожиданную премию дадут. Кому-то, может быть, долги отдадут, уже которые вы даже, ну так, махнули рукой, уже отчаялись, да, выбивать эти долги. То есть появится день. Кто-то, может быть, кстати, где-то на улице найдет какую-то сумму. И такое может даже быть. У каждого будет по-своему. То есть, ну, эта денежка обрадует. А, кстати, еще как вариант, очень часто бывает, когда, ну, допустим, вот приходит осень, да, и ты одеваешь курточку, либо там пальто, у кого что, запускаешь руку в карман, а там лежит денежка, да еще и может быть довольно большая денежка, но это тоже мелочь, а приятно. Поэтому ждите финансовых таких вот сюрпризов. Далее. Ох, любовь, морковь. Ой. Так, смотрите. У кого-то из вас начнут сбываться ваши мечты. Причем такие мечты, которые вы уже даже, может быть, не надеетесь, что оно сбудется. Может быть, кому-то для воплощения мечты не хватает денег. Может быть, кто-то просто махнул на себя рукой, а потом обстоятельства начнут так складываться, что ну реально вы будете понимать, елки-палки, да я уже близок к своей мечте, там, либо же я уже денежки подсобирал, либо еще что-то. Ну, вас настолько это будет вдохновлять и окрылять, что ого-го, ребятушки. Ждет кого-то из вас неожиданная встреча с человеком, которого, может быть, вы очень давно не видели. Это будет женщина, с которой вы довольно давно не общались, либо же она вообще куда-то уезжала, либо вы уезжали, да. Это будет такая теплая, неожиданная встреча, которая подарит вам и много воспоминаний, очень такие теплые разговоры, ну, вплоть до того, что можете даже где-то в кафешке посидеть, пообщаться, да, у кого-то, может быть, это старая любовь, да, еще из юности, может быть, это бывшие одноклассники, которых вы давно не видели, ну, либо одноклассницы, да, но очень теплые воспоминания связаны с этим человеком. Далее, кто-то из вас вот как-то неожиданно решит кардинально поменять свою жизнь. И причем это
Это вас как-то будет настолько стимулировать, что вы будете готовы, ну, реально кардинально изменить свою жизнь, вплоть до того, что поменять все, рвануть за границу жить, не просто на заработки, а вот бросить, оставить все. Вот знаете, менять так менять. Причем это как-то будет спонтанно. Почему? Кто вас подтолкнет? Причем именно после застоя какого-то. Вот те, кто сейчас, кстати, могут быть вот именно, ну, в таком неопределенном настроении, в каких-то подавленных эмоциях, здесь будет очень проведена глубокая работа над собой, проанализирована своя жизнь, и вы придете к тому, что нужно круто менять что-то в своей жизни. Причем круто во всех смыслах этого слова. Вплоть до того, что, я еще раз повторяю, рванете на ПМЖ за границу, то есть в другую страну. Поэтому, знаете, ну, у вас такие кардинальные перемены идут, ребят. Ого-го. Кто-то из вас примет важное решение для себя. У каждого будет свое решение, да, неважно, это в личной жизни, по работе. Кстати, кто-то из вас все больше начнет как-то ностальгировать о прошлом. Вот будет периодически почему-то вас накрывать воспоминания. Может быть, за ушедшими родителями, может быть, еще каких-то теплых таких радостных временах, о юности. Кто-то, может быть, детство будет вспоминать. Ну, такая вот периодическая ностальгия у вас будет. Ну и что еще? Давайте напоследок посмотрим. Кстати, кто-то откроет в себе магические способности, ребят. Вот реально решите начать развивать в себе что-то из магии, да. То есть вы уже видите, что есть какие-то способности. Но придет время, и вы четко решите, да, что на этом можно и зарабатывать, и можно и людям помогать. И вот решите развивать эту сферу. Кто-то на Таро может быть, кто-то будет целителем, кто-то ритуалы будет делать. Ну, то есть каждому это по-своему проиграется, к чему лежит душа. То есть сюрпризов много. И, кстати, у тех, кто из вас, допустим, находятся не в очень хороших отношениях с детьми, да, либо с внуками, может быть, были какие-то конфликтные ситуации, либо же вы редко общались, то здесь тоже ситуация стабилизируется. Вот как будто, может быть, даже вот ваши дети, если вы конфликтовали, да, вот по какой-то причине, вот ваши дети могут даже, особенно взрослые дети, сами сделать шаг к примирению, да, вот как будто они тоже переосмыслили и поняли, что да елки-палки, это же отец там, либо дедушка, да, это близкий человек. И будет такой вот этап теплого примирения. Для вас это тоже станет очень большой неожиданностью. Ну, мои мальчишки, кто досмотрел до конца, давайте-ка я вас побалую еще совет Таро. Что же вам Таро посоветует? Денежка. Ну, в принципе, ребят, коротко. Это уже как, знаете, это резюме, что ли. Смотрите. Ждите, ребят, вот ждите, даже можете не отчаиваться, не опускать руки. В вашу жизнь придет денежка, то есть улучшение финансов. А в вашу жизнь придет новый жизненный этап, в котором вы будете кайфовать. И в вашу жизнь придет романтика и любовь. Поэтому не отчаиваемся, не вешаем нос. Ваша жизнь только начинается. А кому понравился расклад, пишите. Пишите, мои хорошие, и комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. И всем пока!